Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимия. Сегодня мы будем смотреть с вами расклад в 4 вариантах на тему, над какой идеей сейчас необходимо сосредоточиться и что именно нужно созидать. Нажимайте в тайминге на ту королеву, которая вам нравится и импонирует больше всего. Первый вариант – королева жезлов, второй вариант – королева кубков, третий вариант – королева мечей и четвертый вариант – королева пентаклей. Если вы не женщина, а мужчина, то вы тоже можете смотреть этот расклад, выбрав одну из этих королев, которая характеризует ваш внутренний эмоциональный портрет. Потому что у каждого мужчины есть тоже своя внутренняя женщина, отвечающая за ваши эмоции, отвечающая за вашу чувственность, отвечающая за ваш выбор и предпочтения женщин. Поэтому клацайте в тайминге и давайте начинать. Все, кто выбрал первый вариант, вот эту чудесную королеву жезлов из колоды Ориент Таро Александра Данилова, давайте посмотрим, что сегодня поле покажет вам. Над чем необходимо работать вам. Итак, идея. Над какой идеей сейчас необходимо работать первому варианту? У нас 8 мечей. Идея, которая в буквальном смысле звучит так. Вырваться из заточения и одновременно с этим адаптироваться к сложным жизненным условиям, к каким-то проблемам или к каким-то ситуациям, в которые вы загнали себя сами. Это именно ваши какие-то действия, которые привели вас к ситуации, касающийся заточения. Заточение может быть в мыслях, заточение может быть в работе, в делах, в отношениях. То есть при всей вашей энергоемкости, амбициозности и прочем, вы сейчас находитесь в таких условиях, когда не можете и, правильнее сказать, наверное, боитесь в полной мере использовать вот эти свои знания, навыки и таланты. Итак, вот она идея вырваться, да, это основная идея. Что необходимо сейчас делать? Каким должно быть ваше первое действие? Принцесса мечей говорит о том, что вашим первым действием сейчас должно быть именно обучение и в том числе стратегическое планирование. Вы должны строить перед собой планы, конкретные планы, измеримые планы, планы, которые касаются вашего будущего и вашего настоящего. Вы должны сверяться с общей обстановкой при построении этих планов. Общая обстановка – это значит какие-то новости или какая-то информация применительно к той сфере жизни или к той ситуации, которая вас интересует. То есть здесь главная идея и как она должна развернуться – это вот сейчас, пока вы не можете напрямую делать то, что вы хотите, вам необходимо сосредоточиться исключительно на обучении. Вот если вы сосредоточитесь на обучении, что это изменит? Это снизит уровень стресса прежде всего. Это даст вам возможность поставить перед собой какие-то конкретные задачи, идти к этим задачам, подготовиться к чему-то новому в своей жизни. Это даст вам возможность поверить в себя, расправить свои крылья и улучшить, не побоюсь этого слова, вашу самооценку. Если вы будете учиться, если вы будете готовы к таким переменам, то как эти перемены в конечном итоге повлияют на вашу жизнь, на эту центральную ситуацию, с которой мы столкнулись? Они дадут вам новые возможности, более грандиозные, чем те, которые вы, может быть, видите сейчас, и чем те, которые вы вообще, в принципе, привыкли в своей жизни видеть. Чему вас это все научит? Какой вам это все даст опыт? Главная история научения, урока, опыта, исходя из 8 пентаклей, это история занятости, это история про безопасность, это история созидания такого пространства и таких дел, в которых вы чувствуете себя комфортно в своей тарелке и в своем доме. Во-первых, кому-то это однозначно поможет заработать денег. Во-вторых, кому-то из вас это однозначно
даст возможность вот решить, преодолеть, пережить какую-то сложную ситуацию в семье и в работе. И, во-вторых, это вам даст возможность обрести в своей жизни человека, который станет вашим партнером, да, не будет вам мешать действовать и при этом будет всячески помогать вам в случае необходимости. То есть партнер, это может быть в буквальном смысле партнер по работе, по бизнесу, по каким-то другим делам, а может быть партнер семейный, спутник или спутница жизни. И вот вся эта история, которой вы будете заниматься, что она подсветит внутри вас, что замечательного внутри себя, вы сможете увидеть. Вы сможете увидеть, наверное, главные причины, которые постоянно вас удерживают на месте. Главные причины, которые, наверное, являются для вас некими сдерживающими факторами. Это какие-то вещи, от которых вы не готовы отказываться. Это какие-то вещи, которые говорят о том, что, в принципе, когда вы застреваете, наверное, вам в этом застревании очень комфортно. Но, с другой стороны, это застревание сгоняет вас в внутренний тупик. То есть сможете разобраться с каким-то внутриличностным конфликтом. Сможете понять, что когда вы стоите на месте, пытаясь избежать сложных, может быть, жизненных ситуаций или проблем, это вредит вам еще больше, чем если вы с чувством любопытства, интереса, может быть, где-то немножко страха, но все равно идете в прошлое и в будущее, и активно работаете со своим настоящим, то вы будете там находить больше преимуществ и больше перспектив для себя, будете получать больше результат, чем если вы просто ждете, когда ситуация разрешится сама по себе. Вот таким у нас получился первый вариант. Я вам всем желаю удачи. Помните о том, что ваша жизнь в ваших руках, и никто не сможет дать вам то, чего вы на самом деле хотите, потому что все это должны давать себе только вы. Ну, а мы переходим ко второму варианту. Итак, второй вариант, королева кубков, это чудесно. Всем привет. Давайте посмотрим, что же здесь есть у вас. Что у вас здесь есть интересного, над какой идеей вам сейчас необходимо работать. Так, ну что, поехали. Второй вариант. Идея. Над какой центральной идеей необходимо работать? Девятка мечей. Вау. На всякий случай послушайте еще первый вариант. Здесь главная идея в том, чтобы справиться с чувством отчаяния, с чувством страха, вытащить себя в буквальном смысле, не знаю, там, за уши, за волосы, за руки, за ноги, за руки, вытащить себя из какой-то ситуации, которая вызывает у вас не очень приятные эмоции, ощущения. Девятка мечей – это каноническая карта отчаяния, беспомощности, глубокого такого невыразимого одиночества. Но здесь, в втором метамосланиях, мы видим девятку мечей как карту, которая еще очень сильно оказывает на нас влияние напрямую через ощущение замкнутого пространства, да, такая клаустрофобия и дичайший страх быть съеденным, то есть какая-то вот прям паника. И здесь нужно работать именно над теми ситуациями, которые вызывают у вас такие эмоции, вызывают у вас такие состояния, и одновременно с этим прикладывать усилия для того, чтобы выходить оттуда, где вам нехорошо, где вам деструктивно. Что вам сейчас, прямо сейчас необходимо делать? Ощутить себя победителем, ни больше, ни меньше, говорит шестерка жезлов. Ощутите себя человеком, который в своей жизни уже многого добился. Ощутите себя человеком, который стоит на пороге грандиозных событий в своей жизни. Ощутите себя человеком востребованным. Посмотрите, как на вас смотрят люди. Мужчины, женщины, как на вас смотрят коллеги, как на вас смотрят те, кто восхищается вашими победами. Потому что я думаю, что вам есть чем гордиться. И вы должны использовать это, использовать для себя. Если вы прямо сейчас начнете смотреть на себя другими глазами и увидите в себе победителя, что это изменит в вашей жизни? Что это изменит в вашей жизни? И двойка пентаклей говорит нам:
что самое важное, на чем отразятся эти изменения, это, безусловно, на чувстве контроля за ситуацией. Безусловно, эти изменения повлияют на вашу работоспособность, повлияют на вашу увлеченность каким-то делом или каким-то процессом. И самое важное, что эти действия дадут вам возможность увидеть и схватить в буквальном смысле за хвост свою синюю птицу удачи в виде какой-то конкретной возможности, которой вы можете сейчас обладать. Как эта идея, эти действия, эти изменения в глобальном итоге повлияют на вашу жизнь? Что они туда принесут? Наверное, вы избавитесь от чувства беспомощности, от чувства пассивности. Вы разберетесь с застарелыми обидами. Вы разберетесь с партнерами бывшими, которые делают вам больно до сих пор. Вы научитесь не позволять людям манипулировать вами. Вы научитесь говорить «нет» прежде всего своей собственной слабости и своим собственным страхам. Ну и в конечном итоге вся эта история, что она принесет вам с точки зрения каких-то уроков, какого-то опыта знакового, с какими вызовами, может быть, вас столкнет. У нас выходит 14-й старший аркан умеренность, который говорит о том, единое неизменно. То есть самое важное, чему вас научат и ваши действия, и эти перемены в глобальном смысле, тому, что все в вашей жизни взаимосвязано. Ваше внешнее взаимосвязано с вашим внутренним. То есть если вы внутри боитесь, значит вы будете совершать ошибки, значит вы будете поддаваться на манипуляции со стороны каких-то людей и будете попадать в неприятные ситуации. А если вы почувствуете, что все-таки вы можете в своей жизни сделать что-то так, как хотите только вы, и что у вас есть и ценные знания, и ценный опыт, то вы будете более спокойнее реагировать на любые проблемы, которые возникают в ваших будничных ситуациях. Вы не будете чувствовать себя замкнутым в каком-то пространстве. Вы будете чувствовать себя человеком, у которого есть разные возможности и варианты решения какой-либо проблемы. Ну и последний ответ на вопрос, что подсветит эти действия, эта идея, эти ситуации внутри вас, в вашей жизни. И у нас выходит красивая, чудесная королева Пентаклей, которая говорит о том, что все эти вещи в вашей жизни подсветят главную историю, которая называется преданность. Преданность себе, преданность мужчине или преданность женщине, преданность своим обещаниям, преданность хорошему отношению и вообще уважение, я бы сказала, какое-то тотальное признание заслуг не только своих собственных, но и людей, которые вам помогли осуществить в вашей жизни какие-то очень важные вещи. Вот. Учитывая, что здесь вышло два короля, вернее, король и королева Пентаклей, и символично на картах есть и мужчина, и женщина, мне кажется, самое важное, что в вашей жизни случится, безусловно, это тема, касающаяся любви и отношений. Вы сможете более четко и конкретно понять все проблемные стороны, которые возникают у вас в отношениях с мужчинами или с женщинами, сможете как-то их откорректировать. И, безусловно, сможете создать такую пару, в которой будете чувствовать себя комфортно и вы, и ваш партнер. Вот таким у нас получился второй вариант. Берегите себя. Пока-пока и до новых встреч. Простите, ребята, болею. Так, ну а мы переходим к варианту номер 3. Чудесная королева мечей. Прекрасная, рассудительная, трезвая, расчетливая, взрослая, психологически зрелая женщина, точно понимающая, чего же она хочет. Давайте смотреть, что же здесь сокрыто в вашем ответе. Что здесь есть у вас? Итак, идея, центральная идея, над которой сейчас нужно работать и на которую обратить внимание. Смотрите-ка, семерка жезлов. Семерка жезлов говорит нам, что главная центральная идея, над которой вы сейчас должны работать, и это развивать
наверное, свои границы, какую-то свою очень такую внятную, конкретную позицию, направленную на защиту своих собственных интересов. Может быть, вы должны научиться не подпускать к себе людей, которые вызывают в вас чувство какой-то внутренней опасности или брезгливости. Может быть, вы должны подготовиться к какой-то конкретной истории, которая касается потенциального нападения на ваши границы личные, на ваши границы социальные какие-то, на ваши границы профессиональные. То есть что-то здесь нужно сейчас научиться защищать. То есть быть во всеоружии, быть внимательным или внимательной, как-то очень сильно работать именно над своей позицией. Да, там стою вот на чем хочу. Не хочу, чтобы кто-то влиял на те решения или на те действия, которые мне интересны. Как нужно действовать сейчас? Вот в рамках этой идеи, как вам нужно действовать сейчас? Стремиться к чему-то. У вас должна быть какая-то конкретная, не знаю, цель, желание, намерение, очень сильное. И вы должны определенные действия предпринимать. Но тут смотрите, какая интересная история. С одной стороны у нас здесь защита, с другой стороны дорога. Может быть, вам сейчас нужно куда-то поехать? Может быть, вам нужно прямо сейчас искать для себя какое-то новое, не знаю, место жительства, новую работу, какой-то вот, может быть, нового человека, может быть, имеет смысл от кого-то отказаться и искать себе кого-то нового. Очень интересная здесь история. Если вы сделаете эти действия, что это изменит, да, вот сейчас что это изменит? Это даст вам возможность заработать больше денег, это даст вам возможность наполнить свою жизнь каким-то смыслом, это даст вам возможность чувствовать себя хорошо, комфортно, безопасно, где вам никто не мешает, где никто не говорит вам, как вам себя вести, что вам делать, где никто ничего у вас не крадет прежде всего. Да? Потому что здесь мы видим, что принц Пентаклей собирает свой урожай. Огромное количество зерна ему предстоит здесь снять с этого поля, перемолотить его, сделать из него муку. И, собственно, обеспечить себе спокойную, сытую жизнь для того, чтобы пережить сложную зиму. Вот здесь какая-то такая история. Если вы все это сделаете, как это повлияет на вашу жизнь? Вообще в глобальном смысле, как повлияет? Десятка жезлов говорит о том, что вы научитесь в своей жизни полагаться только на себя. И вы, как повлияет? Да? Вы действительно создадите для себя какое-то очень хорошее такое место, в котором будете чувствовать себя стабильно и безопасно, где вам ничто не будет угрожать и никто в том числе. То есть жизнь приобретет какую-то такую фундаментальную основу безопасности, во-первых. Во-вторых, как это повлияет на вашу жизнь? Что вы будете всегда думать прежде всего только о своих желаниях. Вы не будете распыляться, вы не будете людям помогать без запроса, и вообще не будете много сил и времени тратить на то, что на самом деле вам делать не нужно. То есть сможете сохранить себя для себя. Чему вас это все научит? Какой опыт от этого вы получите? Какой главный опыт? Принц кубков. Наверное, главный опыт, который вы получите от всех этих действий, заключается в том, что если рядом с вами есть люди, которые вас любят, они будут вас любить и будут вас ценить, и будут вами наслаждаться, независимо от того, какой вы человек. Независимо от того, с ними ли вы рядом, или вы заняты какой-то своей работой. Эти люди не будут менять вас на других людей. Они будут всегда находиться рядом с вами, и вы будете дружить, общаться, встречаться, любить друг друга и сквозь время, расстояние, и сквозь работу и так далее. То есть человек будет понимать о том, что у вас тоже есть своя жизнь, что у вас тоже есть свои интересы, и что вы в этих интересах настолько свободны, насколько вы хотите быть свободны сами. Если никто не будет к вам вечно лезть, да, там, предъявлять вам какие-то претензии, может быть, за то, что вы уделяете кому-то мало времени или какой-то другой здесь контекст и нюанс. Но самое важное, чему вас это научит, тому, что самые важные отношения, которые могут строиться в вашей жизни, неважно, это отношения рабочие, любовные, родственные или что-то еще, это отношения, основанные на взаимной близости и привязанности. То есть вы точно не будете контактировать с теми людьми больше, которые что-то от вас хотят, которые не просто хотят вас как человека, а именно хотят вас как ресурс, да, подъесть. Что вся эта работа подсветит внутри вас? Пятерку кубков. Наверное, она подсветит ваш страх. Ваш страх оказаться в неудобной для себя ситуации.
Наверное, она подсветит внутри вас какие-то ваши ожидания, которые в прошлом, может быть, сделали вам больно, и как-то вы их наконец-таки вот пережили. Что-то научились как бы жить, может быть, без тех людей, которые вас оставили. Может быть, научились заниматься другой деятельностью, а не той, которую вы потеряли по независящим от вас причинам. То есть какие-то ваши разочарования, сожаления, внутренние какие-то переживания, ужас там где-то, может быть, местами, страх, как же все будет. Все это будет подсвечено и отработано. И, скорее всего, вы научитесь защищать себя заранее, до того момента, как произойдет некая патовая ситуация в вашей жизни. Вот такая интересная история, ребята. Так что я вам всем третий вариант желаю большой удачи. Так, переходим к варианту номер 4. Чудесная королева Пентаклей. Такая замечательная, раскованная, расслабленная женщина, богатая женщина. Этой женщине не надо думать про деньги, у этой женщины все хорошо. Жизнь ее неспешна, да, может быть, она лишена каких-то удовольствий сиюминутных, потому что она может быть немножко приземленной. Но, тем не менее, это, знаете, такая, я ее называю, домашняя теплая курочка. Ей нравится что-то делать, ей нравится чем-то заниматься, она любит уют, она любит дом. Она любит дом. И вот этим все сказано, по сути. Что у нас? Настойчиво шестерка мечей переворачивается. И говорит, как будто здесь у некоторых королев Пентаклей, даже если вы мужчина, это касается и вас тоже. Какие-то в жизни прямо сейчас идут перемены. Идете вы на полных парусах, осознанно к новым берегам своей жизни. Так, ну что, поехали. Четвертый вариант. Главная идея, над которой вам надо сосредоточиться. Смотрите-ка, любовь. Вам надо сосредоточиться на личной жизни. Если вы мужчина, вы должны сосредоточиться на своей жене. Если жены у вас нет, значит, вы должны ее найти. Если вы женщина, значит, вы должны сосредоточиться как раз-таки на своей роли женщины любящей. Если мужчина есть, значит, хорошо. Наверное, надо как-то с ним, может быть, развивать отношения. Или, может быть, понять, что вы готовы к замужеству, к браку, к любви. И концентрировать внимание на этой задаче. То есть тут главная история, это, безусловно, история любви. Любви вообще, вот как она есть. Как вам нужно сейчас действовать? И, ну, надо же, смотрите-ка, король кубков. Как вам нужно сейчас действовать? Инструкция для мужчин здесь очень простая. Пойти и сделать предложение своей женщине, если вы еще не в браке. Если вы уже в браке, значит, делайте ей какой-то, как будто начните дарить ей свои эмоции, да, потому что женщина, может быть, есть, да, но она вот, может, не до конца понимает, как вы к ней относитесь. Вот. А если же вы женщина, вы должны обращать внимание только на тех мужчин, которые бросают к вашим ногам все. Имеется в виду все, это не значит, что он вас там бриллиантами осыпает, да, и вы сразу бежите под венец. Все это значит свою любовь, свои чувства, свою заботу, свое внимание. Да? То есть, когда мужчина ценит вас и показывает вам, что ты женщина, а не, условно, не знаю, ресурс, опять же, для чего-то. Вот. Если вы будете подходить к построению отношений именно таким способом, по которому я сказала, да, что это изменит в вашей жизни, что это изменит в вашей жизни. И у нас тут, ну, наверное, самое важное, что это поменяет в вашей жизни, изменится ситуация стагнации. Вы перестанете ждать, ничего не делать, может быть, наслаждаться собой перестанете в том числе. Да? Мне хочется сказать, что здесь в четвертом варианте очень многим людям нравится свободная своя жизнь. С одной стороны, вроде действительно хочется чего-то, да, но вот как-то есть я, есть мои интересы, есть какая-то моя вот история познания себя самого или себя самой. И, наверное, вы познаете очень много и про себя, и про любовь, и про отношения. Здесь символически женщина у нас ныряет в изумрудное озеро, спрятанное глубоко в горах, такой инициатический акт переосмысления, осознания чего-то, на что ты смотрел, и вот ты сейчас имеешь возможность это потрогать.
Вот здесь у вас будет такая ситуация. То, о чем вы мечтали, то, на что вы смотрели, будет возможность потрогать. И то, что вы потрогаете, и то, что вы почувствуете, кардинальным образом вас изменит. Как это вообще все повлияет на вашу жизнь? Вот если представьте, если вы встретите женщину или мужчину, который идеально вам подходит, как это повлияет на вашу жизнь вообще? Девятка мечей. Как это повлияет на вашу жизнь? Прежде всего, наверное, вы избавитесь от призраков, как прошлого, так и настоящего. Вы сможете найти, наконец-таки, выход из своего отчаяния, из своего состояния безысходности, из каких-то своих, наверное, опасных предубеждений или видений, я бы сказала так. Этот опыт вас научит понимать, что когда у вас есть время, когда вы не приближаетесь, не сближаетесь с партнером или с партнершей быстро, вы можете лучше узнать человека. И самое важное, что вы можете выбрать именно такого человека, который действительно будет вам подходить. Это первое. А второе, что это научит вас ценить себя по достоинству. Вы будете понимать свою собственную ценность, вы будете понимать, сколько вы стоите внутри себя прежде всего, да, и как ваша собственная ценность транслируется на этот мир. Ну и в конце вся эта история подсветит внутри вас страхи и какой-то, может быть, внутриличностный конфликт, связанный с конкуренцией, прежде всего, с соперничеством. Наверное, вся эта история покажет вам, что когда вы настроены очень воинственно, то всегда находится с кем воевать. Когда вы не настроены воинственно, когда вы знаете себе цену, когда вы не бежите вперед паровоза, а идете медленно. Тут видите, какая интересная история. Здесь он только пытается побороть этих чудовищ, чтобы встать на этот мост, а здесь он уже на мосту стоит. То есть, по сути, вот этот опыт собственной самоценности, осознания своей силы, своих достоинств, своей красоты, привлекательности, ума, чего-то еще, подсветит внутри вас страх борьбы прежде всего и одновременно с этим желание избирать для себя сложные пути какие-то. Поэтому будьте гибче, будьте более гибким или гибкой. Дождитесь, пока кто-то или что-то сделает вам предложение или знак внимания, или комплимент, или вопрос задаст, или что-то еще. И только потом начинайте идти вперед. То есть, когда вы концентрируетесь на себе и на своей жизни, на своих интересах, то в вашей жизни и работа, и личная жизнь, и все остальное складывается очень хорошо, потому что у вас нет идеи с кем-то бороться. У вас есть идея просто взять лучшее, то, что действительно подходит вам. И тогда и стагнации, и отчаяния, почему я один, почему у меня ничего не получается, в вашей жизни не будет. Все это исчезнет, настанет мир, покой и возможность вступать в очень хорошие, приятные, теплые отношения на работе, в бизнесе, в коллективе, с родственниками и с близкими вам людьми. Так что я вам желаю скорейшей встречи с тем прекрасным, что вас ждет. Берегите себя. Пока-пока и до новых встреч.